Массированный удар дронов по Украине. В Москве школьницы отравились наркотиками. Россия поставила рекорд по экспорту СПГ. Сегодня вторник, 28 января. В студии Кирилл Седов. Расскажем о главных событиях. Российские военные нанесли массированный удар по Украине. За одну ночь по ней выпустили 100 беспилотников. Это Одесса. Беспилотники ударили по жилым домам. Несколько зданий пострадало, также сгорело 4 автомобиля, произошли пожары. По последним данным пострадали 3 человека, еще одного спасли из заблокированной квартиры. Также под удар попал Харьков. В Харькове тоже начались пожары. Целью атаки стало гражданское предприятие в Новобарском районе. Горели производственные помещения. Пострадали 2 человека, в том числе 10-летний ребенок. Также сообщается о пожаре на газопроводе после российской атаки. В Запорожской области Украины после ударов ранены 4 человека, 2 женщин и 2 мужчин. А в Киевской области обломки дрона попали в музей ретроавтомобилей. Сгорели в том числе машины из коллекции бывшего президента страны Виктора Януковича, который сейчас скрывается в России. Всего за сутки российские военные нанесли по Украине 362 удара. А в России, по данным Минобороны, за ночь сбили 5 украинских дронов над Белгородской, Брянской областями и аннексированным Крымом. Агентство Рейтер пишет, что нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области приостановил работу после 2 подряд ударов по нему. Атаки на завод произошли 24 и 26 января. На предприятии случились пожары. По данным Рейтер, на заводе полностью сгорело нефтехранилище, повреждена железнодорожная эстакада и установка гидроочистки топлива. Рязанский НПЗ уже останавливал работу в марте прошлого года после еще одной атаки. Тогда он не работал 2 недели. Темпы продвижения российской армии в Украине тем временем падают. Это выяснило издание агентства, которое проанализировало открытые данные. За январь российские военные захватили около 270 квадратных километров украинской территории. Это самые низкие темпы продвижения с июля прошлого года. Также замедлились темпы продвижения в Курской области, частично захваченной ВСУ. Там российская армия смогла вернуть 33 квадратных километра за месяц. По мнению аналитиков, на темпах сказались тяжелые бои в нескольких направлениях, нехватка личного состава и техники. И еще о личном составе. Издание Sky News выяснило, что российское командование стало отводить военных из КНДР с линии фронта. Это происходит в Курской области около 2 недель. Об этом сообщил изданию украинский командир. По его словам, перехваты переговоров показывают, что северокорейских солдат еще вернут на фронт. Они либо тренируются, либо лечатся, либо ждут подкрепления. Ранее западные СМИ сообщили, что в ближайшие 2 месяца в регион привезут новую партию военных из КНДР. Генпрокуратура подала в суд на бывшего главу корпорации развития Курской области. В ведомстве считают, что на строительстве укреплений он и его сообщники присвоили более 3 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Также ответчиками в иске указаны заместители экс-главы и несколько предпринимателей. Всего на работу было выделено почти 19,5 миллиардов рублей. 24 января стало известно об аресте курского бизнесмена по делу о хищении части средств 43 миллионов рублей. А экс-главу корпорации развития области задержали в декабре. Его обвиняют в присвоении 805 миллионов рублей. Еще одно дело завели в Новосибирске о хищениях почти 200 миллионов рублей на ремонте зданий в оккупированных Донбассе и Луганской области Украины. Местные СМИ пишут, что фигуранты связаны с госструктурами. Новосибирские компании, в частности, восстанавливали после российских же обстрелов жилые кварталы в Мариуполе. Россия в 2024 году поставила рекорд по продажам сжиженного природного газа. Они выросли на 4% год к году, почти до 34 миллионов тонн. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании Кплер. Издание «Важная история» обращает внимание, что рекордный объем российского СПГ закупила Европа. Добавим, что европейские страны до сих пор не ввели запрета на покупку российского СПГ. Наибольший объем экспорта в 2024 году пришелся на крупнейший российский завод Ямал-СПГ. А крупнейшими покупателями топлива из России в Евросоюзе оказались Франция, Испания и Бельгия. В
В подмосковном Солнечногорске загорелось производственно-складское здание. Об этом сообщает МЧС России. На месте работают 56 пожарных и 20 единиц техники. По предварительной информации пострадавших нет. Позже министерство сообщило, что открытое горение ликвидировано. И еще о Подмосковье. В Балашихе в квартире многоэтажки на улице Строителей случился взрыв. Телеграм-канал 112 пишет, что рванул туристический газовый баллон. Взрывной волной выбило окно и межкомнатную дверь. При взрыве пострадали женщина и ребенок, они получили ожоги. И еще одно происшествие. 2 школьниц увезли в больницу из гостиницы в центре Москвы. Диагноз – отравление наркотиками. Об этом сообщает РЕН-ТВ. Сотрудники гостиницы на Пресненской набережной обнаружили в лобби 2 девушек без сознания. Внешне никаких травм у них не было, рассказал источник издания. Школьницы госпитализированы. Выяснилось, что им 15 и 13 лет. Медики диагностировали у девушек острое отравление психотропными веществами. И на сладкое. Продажи шоколада в России в 2024 году сократились почти на 9% в натуральном выражении. И все из-за резкого роста цен. Об этом сегодня пишет газета «Коммерсант». При этом, опять же, из-за роста цен продажи в денежном выражении увеличились более чем на 8%. Среди кондитерских изделий лучшую динамику продаж показывают вафли. Их стали покупать больше на 17% в натуральном выражении, в денежном на 25,5%. Заметили ли вы рост цен на кондитерские изделия? Пишите в комментариях. А еще не забудьте поставить лайк этому выпуску и подписаться на нас в Ютубе и в Телеграме. У меня на этом все. Берегите себя. Пока.